магистраль натянута, и вся эта поляна будет освещена. Электроды купил. Лампочки. Во сколько мне все это обошлось? Слушайте хорошую музыку. Так, всем привет, приехали на дачу. Много очень дел. Буду в этот раз заниматься иллюминацией. Ну да, покажу, что купил. Заехали мы в магазин Оби, вернее, как мы. Заехал я в магазин Оби и понял, что это просто дичайшее днище. То есть бесполезного магазина теперь не существует. Просто. Ничего там нету. А вот тот, который был раньше Леруа Мерлен, оказалось, что очень даже ничего. Много хорошего, полезного и разного. Сейчас надо будет печечку растапливать. Вот печечка, показываю вам ее, это буржуйка. Стоит 75 тысяч рублей. Мне ее устанавливали братья-белорусы. У них есть офис в Москве. Установили мне очень быстро, поэтому мне это на самом деле дороговато вышло. Вот, единственное, что перед растопкой надо будет ее газовой горелкой продубасить, чтобы выбить холодный воздух из трубы. Ну, а потом закладывать дрова и также поджигать. Поэтому сейчас печечку зажгу, что-нибудь перекушу. И, как говорил, буду заниматься иллюминацией и покажу, что купил. Так, ну сначала надо сделать то, что я никогда делать не люблю. Парам-парам-пам. Да, вытряхнуть золу. А пока поставим горелку, чтобы она продувала. Переоделся. Печечку затопил. Пусть греет дом. Труба уже теплая, хорошая. Вот где-то час, 2 протопки. И тут будет мини-Ташкент. То есть, если топить эту печку, ну, раза 3-4, то вот потом целый день можно не топить. Да, она остывает за ночь хорошо, но день здесь тепло, а на 2-м этаже просто можно в одних трусах скакать. Это не ящик с шампанским. Это елочные игрушки. Так, поехали. Что приобрел? Перчаточки на все случаи жизни. Самую дешманскую маску. Прожектор, который надо повесить на 2-й этаж, потому что один умер. Еще купил электроды, но оставил их, пока в машине не дотащил. Батареечки, диски для болгарки. Так, зачем мне все это надо? Хочу один проектик тут замутить. Как это уже звучит громко, проектик. Блогеры, блядь. Каждый раз, когда блогер что-то делает, он говорит проект. Друзья мои, это не проект, это жизнь. Так, далее. Вот такие вот гирлянды 10-метровые под обычную лампочку. 2 по 10 и, соответственно, 1 пятачок. Стальной трос. Вот, какой там у нас он? 2,9. 10 метров и 5 должно хватить, по идее. Нет, здесь больше. Че я вру-то? Здесь сколько вообще? 25 метров. Да, 25 метров. Такие штуки-дрюки. И обычные дверные пружины. Сейчас я объясню, нахуя мне 3 пружины. Вот гирлянда идет. Вот она идет от дома сюда и уходит к этой березе. Здесь у меня висит на тросе, который я сам сделал. А тут висит на тросе, который электричество подает к сараю. Пружины нужны для того, чтобы вешать крепление через пружину на дерево. Вот там вот. Сейчас вот увидите. Вот. Эта пружина компенсирует раскачку от ветра деревьев, чтобы тросы не порвались. Можно, конечно, пузо делать, провисание. Но провисание это как бы такое, на мой взгляд, лоховство. Должно все красиво висеть и высоко. Поэтому, чтобы провисание... Естественно, оно провиснет, конечно же. Зачем натягивать? Но за счет пружины сильный ветер компенсирует раскачку. Если повесить там 3-4 пружины, в серединке 2 и одну в конце гирлянды, то в принципе этой пружины хватает. Тут был ураган,
Деревья мотыляла, будь здоров. Там где-то в лесу даже поломала. А у меня они даже не съехали вообще. Вот, хочу протянуть гирлянду до вон той березы. Вон до дальней березы. Да где ты, зараза? Короче, вон до той, через куст. И когда вот этот вот, я не знаю, как эта ивообразная тварь называется, соответственно, внутри там в листве она будет светиться. Ну и сразу весь участок освещается лампочками. Эти лампочки висят уже 3 года, из них протекли только 5. Ну, они, конечно, тускнеют, там водорослями покрываются, какие-то с водой внутри, дырочку сверлишь, вода сливается, но в целом нормально. То есть хорошо. А ночью так вообще, если я попозже покажу, когда стемнеет, ну вот зажгу, покажу, как будто НЛО садится, особенно если издалека смотреть. Ну и тут вообще просто день-деньской. Чуть-чуть сделал переходничок, удлинил. Вот видите, как они покрываются плесенью. Ну, какая-то работает. И теперь задача протянуть до той дальней березы, самой крайней, по верхам. И там уже крепить. По идее, должно хватить. Сначала трос натяну, а потом уже буду саму гирлянду. Вся пляска с бубном заключается в том, что я на хомуты ее креплю. По 2 хомута на цоколь. И боюсь, что у меня просто хомутов не хватит. Что-то я не подрасчитал. Ну да ладно. И вообще, глаза боятся, руки делают. Это петля. Она накидывается на ствол. А снизу просто вешается обычная дверная пружина. Вот и все. Я в очередной раз утверждаю, что самые гениальные вещи делаются из говна и палок. Так, я наверх заодно перевешу скворечник, в котором никто не живет. Может быть, он низко. Попробуй повыше. У меня же лестница новая. Да, древесина здесь на самом деле на берегах Великой Русской реки долго не живет. Имеется в виду доски, которые на улице тусуются. По одной простой причине. Очень тут влажно. И все быстренько покрывается плесенью и умирает. Надеюсь, мы не покроемся плесенью и не умрем. Наше дело правое. Мы мужики. Вот, собственно, и все. Дерево гнется, пружинка качается. Она здесь свободно болтается. Соответственно, будет гулять. Когда буду натягивать, посмотрю, может быть, получится сделать. Хотя нет, наверное, все пружины уйдут. 2 на крайнее дерево, 2 на боковые и крайнее. Все хватает. Какова красота вокруг. Так, ну что, основная магистраль готова. Вот финальная точка. Вот это все надо будет протянуть. Сейчас буду натягивать трос. А еще, блин, я забыл флешку для камеры, поэтому снимаю на телефон. И вот снимаю и думаю, а нахера мне камера? Ну, не, камера классная, телефон неудобно. И вот, дали ему год. Магистраль натянута. Все, повесил. Размотал одну 10-метровую штуку. Ну, конечно, это не лучший вариант. Но, поверьте мне, и не худший. И получается, что здесь еще пятачок повиснет. То есть останется у меня еще одна 10-метровая, что в целом хорошо. Потом еще вот от этой березы вот сюда вот запустить. Вот сюда. Здесь поставить какой-нибудь красивый столбик. Сюда вот. И получится, что вот такое вот до дома. И вся эта поляна будет освещена. И в эту сторону, и в ту сторону. Ну и хорошо, что все китайские большие гирлянды, именно большие гирлянды, совпадают по разъемам. Вот это я сейчас иду, говорю, а это не точно. Да, вот что хотел показать еще. Электроды купил. Вот в такой упаковке.
Супер. И иногда приходит мысль, что очень много покупок совершается из-за красивой упаковки. Маркетологи умеют упаковать так, что ты думаешь, блин, а ведь она зачем-то пригодится. А зачем мне нужно столько электродов, если я пока не умею варить? Не, ну в целом я умею, конечно, варить, но я такой сварщик-говнярщик. То есть там капельно говнять, он, конечно, не отвалится, но эстетической красоты не будет. Я сразу вспоминаю, там, не знаю, там, 80-е годы. Да ты достал уже, бык. Вот, 80-е годы, помните, была такая богадельня, УПК называлась, учебно-производственные комбинаты, куда старшеклассников отправляли постигать какие-то технические науки в надежде на то, а тогда была надежда, что выпускники пойдут работать нормальными людьми, менеджерами, юристами. Вот всего этого не будет. Ну, тогда и не было всех этих передастов. Так вот, значит, привели нас на УПК. Там было 3 специальности: сварщик, водитель и автомеханик. Ну, конечно, все хотели пойти на водителя. Я сел на 51-й газон. И говорит, трогайся. Ну, я сразу его правым крылом в бетонный забор вчалил. Ну, так, нормально. То есть крыло погнул. Мне сказали, ну, все, иди. Иди в сварщики. Я прихожу в сварщики, а там тоже такая приемная история была. Такой лист из, по-моему, алюминиевой. Там такие дорожки. Чуть-чуть толще, чем электрод. Прорезаны насквозь. Плюс точки. И вот нужно было взять, ну, как бы имитацию свары этого самого, господи, как это называется? Блин, поправьте меня. С электродом, которая. Вот. И провести по этой змейке, не касаясь стенок. Там реально зазор был в полмиллиметра с одной и с другой стороны. Ну и чем больше, естественно, ты тыкаешься в стенки, ну, тем там лампочка зажигается, просто обычная лампочка зажигается, и чем больше тычков, тем меньше у тебя шансов. Ну, вердикт был такой. Молодой человек, у вас руки трясутся. Ну, они мне сейчас трясутся. Вот. Ну, поэтому, видите, я и сварщиком не стал, пошел в автомеханике. А стал я автомехаником, эта история умалчивает. Но УПК всегда была силой. Я, кстати, в 3-м автобусном парке практику проходил. Вот так вот горит неудлиненная. Не успела сегодня вечером протянуть, но попозже сделаю. Сейчас еще издалека покажу, как светится. Ну охренительно же, черт побери. А? 10 тысяч рублей и столько счастья. А это вот так вот издалека видно. Это на Samsung. А сейчас покажу, как на iPhone. Короче, не совпало. Я так вчера надеялся и так хвалил китайцев, но нифига. Не совпало папа с мамой. Да, шапку одел. Похолодало. Целых -2 градуса сейчас на улице. Просто мороз трескучий. Как я радуюсь этой зиме. Просто я, конечно, понимаю, что земля влагой не насытится. Но в целом хорошо. Так, ладно, сейчас буду на сопли сажать. Делать скрутку. А как иначе? Все, как я говорил. Изолента, железная проволока, поксипол и сопли — наше все. Вот, Саня, из гаражных махинаторов. Как бы мне сейчас твоя изолента волшебная пригодилась. Пригодилась. А то вот какой-то говняшкой мотаю. Как будто ласточки на проводе сидят. Лампочки. Наконец-то. Короче, 3 часа. 3 часа. И хомутов мне хватило прямо впритык. Не подрасчитал. А если бы еще одну гирлянду 10-метровую вешал, то не получилось бы ничего. Ну, на самом деле хватило. Уже хорошо. Скоро будет вечереть. И тишина. Вороны только каркают. Глубокомысленные заметки. Вот заметил, как только ты собираешься похвалить китайский продукт, ну ведь все классно. Все сходится, все включается.
какая-нибудь мелкая олупка сразу вываливается. Ну вот, например, повесил лампочки, совершенно забыл, честно, что язычки нужно было отжимать. Они все сильно замяты, соответственно, контакт не доходит. Пришлось половину лампочек выкручивать, подтягивать. Думаю, ну вот здесь на березе не буду вешать лампочку. У меня в комплекте идут заглушки. Какие вы шанхайские барцы, сука, молодцы! Заглушечка. В патрон вставляется. И не надо лампочку вешать. Не влезает. Я думаю, ну ладно, вот тут петелька. Я ее прорезал. Вот так вот. Хоп, нацепил, болтается. Но в патрон она не влезает. 6 штук. Нахуа, моншерами, класть эту олупку. И вот так вот с китайцами. Все хорошо, но мелочь, которая тебя расстраивает. Вот не может быть прям на 100% хорошо. Так, 2 абсолютно ненужных лайфхака. Первый. Лампочку лучше доставать за задницу, а проверяется это как? Коробочку сжали. Там, где цоколь мягко, там, где балда твердо. Вот, вытащили. Вкручивать лампочку нельзя. Мы ж привыкли, наши православные лампы, крутить за стекляшку. Так вот, тут нельзя. Надо вот за эту белую вторую часть или первую, смотри, с какой стороны считать, и ее подтягивать. По причине того, что пластиковая нахлобучка — это всего лишь чехольчик для диодов, и он нахрен прокручивается. И лампочки заливает. 2 ненужных лайфхака. Так. Теперь говнище разобрать. На сегодня все. Надо, лампочка не горит. Да и врут ей ноги. По-моему, нарядненько. Аминь. Я король берез. Вообще не об этом. Вот оно светит, но еще не стемнело. Самое главное, это я забыл. Во сколько мне все это обошлось? На самом деле в 10 тысяч рублей. Да. Дешманские эти самые гирлянды, самые дешевые лампочки. Самое дорогое на самом деле из этого было железный трос в Леруа Мерлен и крепежи. А все остальное 3 копейки. 10 тысяч рублей, 15 метров красоты. Вы, конечно, скажете, а нахуя это надо? А я вам скажу, а потому что это красиво. А потому что, когда здесь будет листва, это будет все сиять. И вы же видели, какое НЛО садится. Блин. Как днем. Если не поняли, вы не романтики. Но это не точно. Ну, на сегодня хватит уже. Я устал, вы устали смотреть, как я лампочки вешаю. Блин, сутки, реально сутки. Казалось бы, что тут повесить? Ну, неважно, на даче все так. Сил много, а результата... Ой. Физхэ. Слушайте хорошую музыку. Вот я слушаю Ступина. Мои следы украду, чтобы пройти по ним. Пейте хорошие напитки, зеленый чай. Ну и аривидерчи.